Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов мы поговорим про причины возникновения трещин на пятках. Также я покажу, как можно от них избавиться. В данном случае ярко выраженный гиперкератоз. Это утолщение рогового слоя кожи. Причины гиперкератоза бывают эндогенные и экзогенные. Экзогенные причины – это внешнее воздействие на стопу. Например, холод, неудобная обувь, лишний вес или длительное перебывание на ногах. Так как человек создан таким образом, что вся масса тела приходится именно на ступни. Происходит излишнее давление на пятки. Таким образом, организм старается себя защитить, и кожа на ступнях нарастает и становится жестче. К эндогенным причинам относят внутреннее состояние организма, то есть заболевания. Зачастую это сахарный диабет, сосудистые заболевания или заболевания кожи. Но в большинстве случаев это целый комплекс экзо- и эндогенных причин. Такой проблемой, как подошвенный гиперкератоз, должен заниматься подолог. Но в большинстве городов такого специалиста, к сожалению, нет. Поэтому люди обращаются к мастеру педикюра. Для начала мы осматриваем ступни и рассказываем клиенту о причинах возникновения подобной проблемы. Приступаем к работе. Для начала обрабатываем ножки антисептиком. Он убивает микробы и вирусы и хорошо увлажняет кожу. Тщательно обработав ступни, промакиваем их салфеткой. Берем средство для педикюра. Я использую биогель с алоэ вера. Это фруктовый пилинг. Несмотря на то, что средство дешевое, оно позволяет быстро добиться потрясающих результатов. Действие данного биогеля происходит в несколько этапов. На первом биогель впитывается в сухую огрубевшую кожу, а на втором при контакте с водой во время распаривания происходит разрыхление ороговевшей поверхности. Перед использованием данного средства хорошенько встряхните флакон. Во время работы с кислотным пилингом обязательно работайте в перчатках, маске и очках. Затем шпателем или силиконовой кисточкой наносим небольшое количество геля только на сухие огрубевшие участки кожи. Также средство можно наносить на сухие мозоли и на топтыши. На кожу с открытыми повреждениями, кровоточащие трещины или на здоровую нежную кожу мы средства не наносим. После нанесения геля, чтобы он не стекал, можете накрыть пятку либо салфеткой, либо клеенкой. Таким образом гель останется лишь в нужных для нас участках. Средство оставляем на определенное время согласно инструкции. В это время подготавливаем ванночку для педикюра и добавляем небольшое количество жидкого мыла. Также можете добавить морской соли или других антистрессовых средств. Взбалтываем водичку. Температура воды должна быть около 40 градусов по Цельсию. Также педикюрная ванночка обязательно должна быть покрыта одноразовыми пакетами. С нанесенным на сухую кожу средством по инструкции в воде ножки должны находиться около 5-10 минут. Хочу заметить, если ваша ванночка оснащена несколькими режимами, не старайтесь использовать эти режимы на всех клиентах, так как данные ванночки имеют противопоказания. После распаривания ножки промокнули полотенцем. Берем пилку для педикюра. Такие пилки зачастую двухсторонние. С одной стороны жесткость грубее, с другой мягче. Для начала нам нужно посмотреть, насколько глубокие трещины. Для этого снимаем основную ороговевшую кожу. Во время этой процедуры производить опил можно в любом направлении, не сверяясь с рисунком на коже ноги. Плотно фиксируем пятку и начинаем опил. Для эффективности во время опила пятку нужно не гладить, а прилагать небольшие усилия с давлением пилки на пятку. Также, чтобы опил был эффективным, кожа должна быть влажной. Если она высохла, можете слегка намочить щетку в ванночке, в которой распаривали ногу, либо обработать ступни антисептиком, так как, повторюсь, он увлажняет и хорошо размягчает кожу. Определить эффективность опила вам поможет образовавшаяся крошка. Если у вас появляются скатанные колбаски ороговевшей кожи, значит вы делаете все правильно. Когда же стоит прекратить опил? Когда кожа начинает терять белый налет и желтый оттенок и приобретает розовый оттенок здоровой кожи. Убрав основную часть гиперкератоза, можете продолжить зашлифовывать кожу ступни другой стороной пилки с абразивностью 150-180 грит, либо же взять колпачок для педикюра. Я использую насадку с абразивностью 180 грит. Теперь опил нужно производить согласно рисунку на коже. Во время опила аппаратом обязательным моментом является упор руки. Упор руки может быть либо на большой пальчик, либо на мизинец. Берем ручку аппарата как обычную ручку и делаем упор на мизинец. Двигаемся аппаратом вдоль рисунка на коже.
либо же делаем упор на большой пальчик. Для этого ручку фрезера нужно взять как микрофон. Также сделать упор на большой палец и продолжать производить опил вдоль рисунка кожи. Зашлифовываем кожу всей стопы. Тщательный опил производим в тех местах, на которые приходится основная масса тела. Это пятка, плюсневая кость и проксимальная фаланга. Теперь мы видим подробное состояние трещин. Эти трещины нам нужно сгладить. Для этого мы преобразуем их в небольшие плавные углубления. Для того, чтобы это сделать, мы надеваем насадку, такую как большая почка, пламя или любая другая насадка с острым носиком и широкими щечками. Аккуратно носик заводим в трещинку и раскрываем ее. После этого щечкой сглаживаем края. Тем самым получаем вместо глубокой трещины с резкими краями плавное небольшое углубление. Для того, чтобы через неделю после педикюра на пятке не образовывалась бахрома, мы берем силиконовую насадку, полируем трещинки, финально сглаживая все углы, и также переходим к полировке пятки. Не забудьте, что двигаться насадкой нужно вдоль рисунка кожи. После использования кислотных средств для педикюра обязательно нужно увлажнить кожу, так как пилинги достаточно сильно подсушивают кожу. Хорошо использовать восковые средства. Я на пробу заказала крем с китайского сайта. По запаху он напоминает советское средство «Звездочка». Конечно, фруктами и цветами этот крем не пахнет, но произвел приятное впечатление, так как хорошо увлажнил и напитал кожу. Эта ножка уже готова. Как видим, следы от трещин еще остались, но их убирать нельзя ни в коем случае. Почему нельзя убирать трещины полностью, вы скоро узнаете. Вторая пяточка все такая же сухая. Здесь есть такие же глубокие и более интенсивные трещины, от которых мы также сейчас избавимся. Ведь они доставляют не только эстетический дискомфорт, а и болевые ощущения при ходьбе. Пяточка обработана и также готова. Здесь также остались следы от трещин, но полностью их убирать категорически нельзя. Объясню почему. Во-первых, при интенсивном вмешательстве на кожу и глубокой обработке трещин клиент будет ощущать болевой дискомфорт. И второй основной причиной, по которой нельзя полностью убирать трещины, это является защитная реакция организма. Если вы спилите чрезмерное количество сухой кожи, для организма это будет сигналом о том, что происходит механическое воздействие на ногу, и ножку нужно защищать. Кожа будет нарастать с двойной интенсивностью, и гиперкератоз вскоре вновь вернется. При обработке стопы трещину оставить нужно на 15%. Не забудьте предоставить рекомендации клиенту по поводу удобной обуви, регулярности педикюра и походу к доктору. И пусть ваши пяточки всегда будут здоровы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Главное, не забудь поставить колокольчик сверху в углу экрана. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!